Йоу, ребят, всем доброе утро. Это снова рубрика «Денек». И сегодня мы отправимся на север Бали, к вулкану Братан. Так он клево называется. Братан, братишка. Конкретных планов у нас никаких нету вообще. Мы просто сядем на байке, поедем в ту сторону. И по ходу дела будем разбираться, куда нам пойти, куда нам не пойти. По идее, должны быть водопады, должны быть озера. Там же переночуем и утром поедем домой. Вот такой краткий пересказ того, что сегодня будет. Я думаю, вам будет интересно. Погнали! Тут билеты можно по карте оплатить. Твоя карта. А how much? 50,000 for one person. Сейчас времени 9:18. Мы зашли поесть в ресторан, потому что рисовые террасы откроются только в 10 часов. 40 минут я буду очень медленно пережевывать пищу. Пока несут наш заказ, покажу вам, какие здесь виды открываются из этого заведения. Внизу полицейские, желают всем доброго утра. Смотрите, какие они классные. Бой. Смотрите, какую красивую еду мне принесли. Просто восхитительно. Какие-то чипсы, лапша, курица, яйцо, огурцы, помидоры и у Димы. Блины с сиропом. Без молока. Блин, все, прически конец из-за шлема от байка. Это просто херня какая-то. Первая наша остановка — это рисовые поля. На входе Диме уже пытались зарядить, чтобы он заплатил 150 тысяч местных этих рупий. Я пас. Да, но я его отговорил, потому что мы можем просто отойти куда-нибудь в сторонку, оттуда запустить дрон и бесплатно поснимать. Так что, ребят, вот эти кадры нам достались абсолютно бесплатно. Гуляем здесь уже минут 10. Ну, красиво, конечно, но прям ничего такого интересного. Без дрона тут вообще на самом деле ловить нечего. В общем, если вы хотите погулять по рисовым полям, идете снизу по вот этой walking road, это совершенно скучно. Я думаю, лучше, если вы хотите исследовать рисовые поля, стать дроном и летать и смотреть сверху. Я подумал, знаете, что смешно. Ладно, потом расскажу. Нет, расскажи сейчас. Так, ну что, ребят, доехали до озера Данау-Братан. Взяли снеков. Сейчас у Илимы что-то слипнет, потому что он набрал шоколадок, чтобы у нас 50 тысяч выходило. Да, в этих вендомаркетах, если хочешь оплатить картой, нужно минимум 50 тысяч набирать. А еще я взял пончик, и она говорит, если возьмете 2, третий в подарок. Я такой, давайте. Так, ну здесь все сидят, отдыхают, пикничок устраивают. Мы решили вести себя как местные. Так, значит, что можно купить на 3 бакса? Спрайт, колу, воду, чипсы какие-то местные, киткат маленький и 3 пончика. Это все, что мы взяли? Да. Ну, не знаю, дорого это или нет, судите сами. Но я думаю, мы наедимся. Как десерт пойдет? Как десерт пойдет. Самое главное, чипсы с морской капустой. Очень дешево. Я не знаю, дальше мы либо едем в отель заселяться. Но туда ехать 40 минут.
А то нам как раз туда и надо все равно ехать. Не, ну мы по пути еще водопад есть, и можем туда заехать. Поехали на водопад. Все, погнали. Так, Погнали. так, ну что, друзья, мы рандомным образом выбрали 3 водопада, на которые мы сегодня попадем. Я понятия не имею, как они выглядят. Это реально абсолютно рандом. Слушай, ну это точно не самый большой водопад. Это третий парк в величине, но он в целом достаточно здоровый, кстати. Я думаю, сколько здесь? Сантиметров 15. Это выдуманные факты, не верь. Ну, найти факты какие-то о водопадах, когда их 100 штук в округе, очень тяжело. Они прикольные названия давали. Например, этот водопад называется водопад Золотое Пути. В начале там была табличка, что здесь есть natural pool. Значит, что мы здесь можем искупаться. Мы будем купаться. Ты будешь купаться? Я ловлю бабочек. Чё, как твое настроение? Блин, ну мы сюда спустились, и здесь уже холодно. Еще раз. Я говорю, мы сюда спустились, и здесь уже холодно. Вот водопад. Он сказал, что там очень холодно, но для тебя вообще не должно быть. Видимо, они поняли, откуда его делать. А он реально так пошутил. Ладно, а вот. На самом деле, я думаю, будет хуже, потому что я в Исландии нырял типа в воду с ледниками. Ну, здесь как бы такое. Ну, очень холодное, но пофиг. Оставь отзыв Отзыв к чему? Купанию? водопаду. Но водопад средний кейс. И по 10-бальной шкале ставлю ему 7. Просто из-за того, что здесь можно купаться. Третий водопад оказался бонусным, потому что здесь целых 4 водопада. Вот, мы дошли сейчас до первых 2. Дальше, наверное, мы идти не будем, мы устали. Мы устали. Вот, смотрите, один водопад. И там второй, сейчас мы до него дойдем. Так, ночевать мы будем сегодня вот в таком домике. Сверхширокий угол. Тут можно смотреть, какая у меня рука огромная получается. Так, по факту у нас получается 2 этажа. На первом этаже у нас чил-зона с куриным говном. И не он, вот куриное говно. Вот, пойдемте на второй этаж, посмотрим, что там. Я уже пару раз ударялся головой об эту штуку. Попадаем в комнату. Здесь у нас 2 кровати, одна двуспальная, одна односпальная. По факту очень скудное жилье на самом деле. Такие лампочки обычные. Здесь ни душа, ни туалета. Все это снаружи в отдельных комнатках. В отдельном здании в смысле. Но зато клевый балкон. Смотрите. Можно вот с кофеечком почилить вот с таким видом. Да, по-моему, это очень клево. Стоит такое жилье $30 за ночь. По сути, ну вот по $15 мы с Димой заплатили. В эту сумму входит еще и завтраки. 3 бутылки воды. Вот такой замок, на который можно закрывать эту дверь. То есть по факту, ну, можно выбить, конечно, ногой. Но у нас здесь ничего ценного нет. Мы обычно все с собой забираем.
Кстати, из-за того, что подушка ни обо что не упирается, то здесь ничего нету, спать будет, скорее всего, весьма неудобно. Вот такое вот жилье. Вот мне принесли мохито, оказывается, там муравей. Уже не по вегану, Ну, отказываемся. круто, официант хотя бы вежливо предупредил. Он сказал, Да. там у вас, извините, у вас там маленький муравей. Да, каким хуем интересным. Важный факт о Бали. Здесь самый ужасный топ. Вот где я ел. Я ел его в Казахстане, в Грузии, в Турции, в Таиланде. И здесь они почему-то туда то ли кальция добавляют много, у него привкус какой-то пропавших яиц. Из-за этого здесь я топу стараюсь избегать.